Здравствуйте. Сегодня я покажу вам партию из будущего. Ну, это я так условно назвал эту партию. Тем не менее, вот сейчас у нас, наверное, новый термин получится, появится шашки из будущего. Скажите, как это возможно? Ну, вот везде возможно и, наверное, увидеть какое-то будущее в определенном смысле слова. И вот сегодня я покажу партию пятого тура чемпионата Нидерландов 2021 года. Хотя сыграно всего было два тура. Ну, наверное, вы догадались, в чем тут дело. Естественно, часто такое бывает. Видно, два соперника, ну, или кто-то из соперников, то есть договорились сыграть партию за определенный тур. Конечно, такое редко бывает в чемпионатах стран, но в принципе вот сейчас вот пандемия, я думаю, даже может с пандемией, ну, я не знаю, с чем связано. Тем не менее, вот такой вот случай, который меня чуть-чуть подвиг опять начать какие-то комментарии на ютубе. Я сразу вот хочу сказать, что сейчас, ну, наверное, такое время, сейчас сильно много, к сожалению, ну, нет возможности у меня по ряду причин комментировать здесь вот партии на ютубе, но ну, давайте посмотрим, что дальше будет. То есть не буду загадывать ничего, давайте я не буду ничего говорить по этой теме. Ну вот, покуда, к сожалению, с возможностью ну, вот, комментариев партии на ютубе, турниров-то понятно нету, но здесь не единственная причина, я честно скажу, что турниров нету почему комментариев, есть в общем пару моментов, поэтому я тут покуда взял паузу. Ну, некоторые, наверное, будет появляться некоторые комментарии, возможно, в течение определенного времени. Ну, в общем, подождем, увидим, что будет. Такой момент здесь. Ну, это я так отвлекся чуть-чуть и вот покажу все-таки партию до пятого тура. Значит, что я хочу сказать, я даже, кстати, сейчас вот как-то не заметил, что начался чемпионат Нидерландов. Хорошо, что я посмотрел, в Фейсбуке был анонс. Уже два тура прошло. И достаточно, наверное, интересно будет чемпионат. Захотели, я думаю, сыграть, ну, все ведущие играют практически, все, кто будет на чемпионате мира, который планируется во второй половине июня в Таллине. И поэтому, я думаю, будет вам интересно, кто интересуется шашками ступенчатыми, то есть шашками, все-таки посмотреть этот чемпионат. Причем партия интересная. Сегодня, наверное, не самая интересная партия, но вот как-то это меня сколыхнула эта партия. Я захотел сегодня сделать все-таки YouTube. Давайте посмотрим, значит, партию. Ян Ван Дайк играл с Хенком Грателом Хуисом Тенхаркером. Но вот Тенхаркер вот, играл черным, он, кстати, очень интересно играет, хоть он такой вот на фото дедушка. Но я не хочу его там, ну, чуть-чуть, ну, не то, что там сказать, я не знаю его возраст, ну, чтобы не обиделся. Хочу, чтобы не обиделся, естественно, но он не обидится. Давайте посмотрим, очень интересная партия, и я хочу сказать спасибо голландцам, что как когда вот комментировали на турной базе, то есть много интересных вариантов, и давайте я что-то свое покажу, и то, что они показывали. Ну вот здесь вот момент такой, был очень много вот комментировали эту позицию, это уже в аналитике. Ну, понятно, что здесь вот черные могли, вот аналитика, черные могли пойти вот так вот. Ну, я еще хочу сказать, что голландская душа, наверное, развернулась. Вот они увидели этот чемпионат, понятно, пандемия, и чуть-чуть развернулась душа в каком смысле, ну, комментировать. Я вижу комментариев много просто, и, ну, люди хотят какой-то все-таки активной шашечной деятельности, и, ну, это очень приятно. Давайте посмотрим вот один из моментов, который вот комментирован, я потом буду глубже смотреть. То есть 18-23, конечно, здесь могли сыграть, но вот показывают на этот ход
комбинацию. Я хочу сказать, что здесь сразу очень много, такая интересная игра, комбинационной такой игры, по расчетам очень много. Ну, видно, по две партии играли здесь как-то. Ну, вот здесь 12-17 можно было сыграть, тоже красиво, видите. Было, то есть все это указано, ими было. Спасибо им. Ну, тут частично я что-то видел. Давайте посмотрим партию сначала. Но это 5-го тура, я напоминаю. И там есть, если, конечно, партии очень интересно, даже, по-моему, у Бомста очень плохо было. Ну, я вот одним глазом вот посмотрел Бомста партию. Ну, я видел, что очень плохо было. Там структурка совсем нехорошая была. И, наверное, ну, надо мне посмотреть. Просто кто-то пишет, наверное, что даже, по-моему, тройка она была. Ну, мне надо посмотреть, я не буду говорить, так что сразу, так что посмотрите. Ну вот этот вот типичный дебют, то есть Александр Гетманский рекомендовал этот ход, что хороший очень. Ну, вот играют 10-14, 27. Как-то да, здесь вот все-таки, мне кажется, что логичнее все-таки вот этот вот переход. Если будут нападать, то, естественно, здесь так вот пойти. То есть освободиться от этой связки, потому что иначе вот достаточно такие интересные позиции возникают, которых, как это, наверное, сказать красиво, которые возникли. Некрасиво сказать, точнее сказать. То есть 35-30, ну вот видите, люди играют в свое удовольствие. Тут интересно играют, причем. 39-33, ну потом вот где-то размен, во-первых, этот размен хотят сделать, возможно, и может 40-35 и далее 34-29, но это вот скорее всего. Да, ну вот как я не смотрел, тут я начал, как всегда, с середины партии смотреть, сначала, честно сказать, не смотрел, специально вот бывает не смотрю, чтобы какие-то комментарии, может какие-то мысли интересные, первые именно мысли интересные были. Ну вот видите, проблема покуда с связочкой вот этой вот. То есть вот позиция получается 40-34, 34-30, но вот он играет со связкой на обоих, можно сказать, не связка, но такие вот ну, больше ближе к связочным таким позициям. С ограничением, позиция может с ограничением, правильнее будет сказать. Видите, я тоже давно уже репортажи не делал, поэтому у меня уже тоже тут ну, чуть-чуть проблемы есть. Так, 18-22, ну вот покуда, конечно, будут где-то вторгаться, но уже видите, вторжение достаточно опасное, потому что не просто эту шашку будет защитить. И вот в один момент, и голландцы, кстати, указывают здесь, вот 22-28, да, был уход, 22-28. Ну вот правильно, он связал 38. По идее, если куда-то сюда ходить, то я думаю, что даже, наверное, да, будет вот этот вот ход вторжения, вот это, то есть, ну ничего с этой шашкой не сделаешь. То есть, если 49, то вторгнется просто. То есть, достаточно логично. И вот здесь вот ошибка была. Ну, указывает, это тоже я хочу сразу сказать, что натурная база. 12-17. И вот ударяют вот это. Вот идея такая. Вот это вот спасибо турной базы. Еще раз говорю, ну, они на русском кто-то понимает там. Я вот не посмотрел, Волтер Сипма играет или нет. Он русский понимает, может где-то меня там посматривает иногда, я так чувствую. 43-39. Так, ну вот здесь какие-то варианты. Неохота здесь 44 меняться, потому что на 29, я думаю, и вот выводится эта шашка, поэтому так. Да, ну варианты, я думаю, что самый логичный все-таки ход. Я думаю, что здесь вот сюда и потихонечку будут выводить эти шашки. Поэтому все-таки 43-39, вот на завязку именно такую, завязка, как это сказать, может оно не сильно красивое слово, но вот оно отражает суть вот этой вот позиции, именно завязаться в этой сложной позиции. 14-20. Конечно, есть. Так. Есть какие-то моменты, вот, кстати, я бы, может, и так еще пошел, то есть попробовал. Интересный ход, мне кажется, очень интересный ход. Почему так, кстати, не пошли? Ну, вот, наверное, хотели тут
То есть больше я считаю, что это в голландском стиле развить как-то инициативу. И с другой стороны здесь вот может быть, я не знаю, почему 37-31 вот не пошли, им 39-34. Здесь у меня вопросы возникают. Именно потом как-то 39-34. Вот это интереснее позиция была. Наверное, 11-17 надо, чтобы на 39, чтобы на 39 был вот этот вот ход. Во-первых, этот ход был, и во-вторых, есть вот этот ход. Я уже не буду вот эти острые ходы, да, показывать. Но есть еще дополнительно и вот этот вот ход. То есть есть вот эти вот ходы интересные и такая вот, так, 26, да, здесь. Ну вот 26, тогда 28 есть. Ну вот, я считаю, вот эти вот варианты есть. Ну и вот на 33, конечно, интересно очень. Но я бы здесь где-то уже вторгся. Вот на какой-нибудь 33 вот уже какой-то момент был. Я уже перед этим показывал, я бы уже вторгся тут. Так, ну, покуда, видите, тактики этой нету. Тактика, потому что проходит в дамке. То есть это тактика 32. Ну вот он тоже, кстати, он же в торксе тоже, вот я говорю, что я бы в торксе, но он в торксе, черный в торксе. Но вот смотрите, какая интересная позиция, то есть анализировать, я вот не удивлен, почему голландцы очень много комментариев здесь, то есть в этой позиции у голландцев было 37-31, то есть в принципе других-то ходов, на 25 есть, конечно, давайте посмотрим, что на 25. Да, надо с этим ходом опасно, конечно, все. Глубоко на нас смотреть этого хода не стоит, потому что да, вот это есть. Я что-то как-то пропустил тот момент. На 30 что-то я пропустил, не смотрелся, честно скажу. Но вот дальше продолжалась таким образом партия. И вот здесь вот самое интересное, то есть 15-20 было. Вот опять голландцы комментируют очень интересно. Я тут много где повторяюсь, но в принципе голландцы голландцами, но эту комбинацию я видел, конечно. Я хочу сразу сказать, что почему не 23-28, то есть круг, удар круг, в принципе. Из русских шашки тоже, из русских шашек вот там вот в коле очень часто возникает. Почему в коле, вот я сейчас только с детьми просто смотрел, поэтому я сказал, в коле, может еще где-то, вот в коле особенно часто возникает вот этот круг. Ну вот. В русских шашках коле. 43-38, вот был ход 43-38, так. Ну вот, здесь опять вариант, вот они показывают, очень интересно, кстати, показывают. И на 39. Но здесь, кстати, я смотрю по компьютеру, чуть по-другому. Вот показывают, голландцы показывают вот этот вот вариант, в принципе. Но есть, я тоже смотрел, почему, думаю, голландцы показывают этот вариант. Какой-то вот и такой еще был, наверное. Но, наверное, вот этот 16 все-таки лучше, да, был. Но еще был такой вариант. Здесь, так, надо разобраться, куда бить. Ну да, сюда, потому что, видите, если сюда, то вот этот вот перебой получается. Именно надо бить 29. И вот такая вот позиция. Кстати, позиция хорошая, но вот я хочу сказать, что, наверное-то выигрыша и нету, потому что, видите, шашек нету. В принципе, может... Да, какие-то варианты. И вот 16-11 они показывают, но вот, честно говоря, в партии очень так, сложно этот вариант решиться. Есть такой вариант, конечно, но есть, наверное, наиболее логично все-таки так было посильнее. То есть давайте я отмечу. Ну да, вот по сравнению с тем, что вариантами я предлагал, просто здесь вот каких-то сейчас выходов, наверное. Единственное, что здесь нельзя вот ходить вот сюда, наверное. Там надо. То есть из-за вот этой вот тактики, то есть на большинство. Так, давайте посмотрим. 43-38, вот 17-22. То есть надо было белым все-таки тоже вот здесь 44-39. 17-22.
Ну вот здесь вот где-то выпустил, конечно, выпустил. То есть 24-29 такой ну, ход вроде бы логичный, но, наверное, все-таки, хотя есть и 6-11 здесь, ну давайте посмотрим. На 17 вот, интересный момент. Вот здесь вот 43-39. И здесь вот интересный опять момент, тоже голландцы показывают 20, ну сюда не стоит ходить, но вот есть тактика такая. Есть тактика такая, а здесь именно 19-24, и тогда вот ходить надо 27-22. Позиция хорошая, конечно, у черных, но вот возможно, что так и так. Так, надо смотреть позицию. Не, хорошая, очень позиция хорошая у черных, да. Это, конечно, момент такой. Может 43, то есть может 17 более логично, да. Я просто, то есть это просто вариант. Давайте такой был. Так, на 2. Вот здесь вот 26, 2, 7. Ну вот, я не знаю, как он отбился. Я, кстати, не смотрел эту позицию. Честно говоря, никогда не смотрел, поэтому... Так, 6-11. Так, 44, еще может так, какие-нибудь варианты. Так, 44, допустим, отбились. Ну, давайте посмотрим, что тут. Тут есть просто мысль одна. Сейчас посмотрю, она проходит или нет. И 43 именно грозит 12-18. Здесь как-то так. Ну, так, давайте, ладно, давайте посмотрим этот вариант. Тут что мне хочется этот вариант посмотреть страшно. 7, допустим. Не, ну позиция здесь плохая, очень плохая, конечно. Да, я думаю, что очень плохая позиция, то есть, думаю, нехороший это вариант. Так, 43, 38, 12, 18. Так, 23. А, и вот здесь вот он тактику провел. Да, видите, 23-28. Стоило ли 23-28? Ну вот надо было 18-22, конечно, наверное. Хотя здесь что так. Ну вот да, вот покуда вот этой тактики нету, что было. Сюда, ну и дальше вот 19. Да, но здесь вот явно 23-28, то есть не увидел он тактику, которая была в партии. Надо было 18-22, естественно, ходить. Потому что почему я начал вот этот ход смотреть, все-таки мне он предпочтительнее показался, чем перед этими позициями. То есть я даже не буду ставить, да, давайте я уберу вопросик. То есть 35-30, тогда вот хорошо он тут пошел. И 47-41, 43, видите, вот красиво как, то есть форсировал ничью. Ну вот, молодец, Ян Ван Дайк, хорошую ничью нашел в конце. Ну вот такая вот партия получилась. То есть пишите комментарии, пишите ошибки в комментариях. Я думаю, здесь их много и позиция очень интересная. До новых встреч. Ну вот я, если будет время, все-таки постараюсь чемпионату Голландии уделить. Ну, то есть вот я уже плохо на нас сказал. Если будет время, уделить время. Ну так, конечно, некрасиво сказал, но как сказал. Итак, до новых встреч.